Всем привет, друзья! Мы начинаем играть в Alone in the Dark. Ремейк довольно старой игрушки, которая выходила еще вроде как в 90-х. Я, к сожалению, в эту игру не играл. К сожалению, почему? Потому что она является родоначальником вроде как того же Резидента. То есть Резидент вдохновлялся этой игрой. Так, ну вот, в принципе, настройка завершена. Посмотрим на игровой процесс или экран. Режим графики поставим пока что. О, качество. Режим качества. Операции я отключаю. И глубину резкости тоже. Поле зрения 65. Ага. Размытие в движении среднее. Ну, в принципе, на этом пока все. Не будем тянуть, начинаем. Начинаем игру, ставим на... Даже не знаю. Если игра играется как Резидент, можно, в принципе, ставить высокую. Но я не знаю. Ну, попробуем. Если что, понизим. Дополнительная помощь, облегчающая игру. Включает в себя подсказки и полезные замечания. Для тех, кто любит думать самостоятельно. Никаких дополнительных подсказок. Старая школа. Типа как в те года играли, без каких-либо подсказок. Думай сам. Давайте попробуем. Я видел обзор от стоп-гейма вроде, без спойлеров. То есть я не в курсе, что тут в сюжете в целом происходит. Похвалили сюжетную составляющую, насколько я помню. Актерскую игру, персонажей. Разница в персонажах самих игровых, конечно же, и ощущается. Критикуют игровой процесс сам, геймплей, и немножечко проблема в оптимизации, как я понял. Что-то все же не идеально. Можно было улучшить. Your uncle. What's wrong with him? He's possessed. As in the devil? Something like that. He says a dark man is following him, watching him at all times. What do you make of it? It's nonsense, of course, but I'd be lying if I said it didn't bother me. You see, it runs in my family. Possession? No, detective. Deteriorating melancholy. Practically every member of the Hartwood family is driven mad before they grow old. Но пейзажи But Jeremy красивые. didn't kill himself. Is that why he's at your setup? Despite being convinced that he is truly possessed, he decided to put his last chips on Dr. Gray and his psychoanalysis, figuring he might stumble upon some cure. You mentioned the letter. I received a disturbing letter from Jeremy accusing the staff and all the other patients of being involved in some cult. And now they are also out to get him. Could it be real? Or is it all just in his head? It's a story he tells himself, Mr. Carnby. Anything to avoid the truth. Which is? That we're all terribly insignificant. That people mean so very little to one another. That there is no one out to get Jeremy Hartwood because he isn't worth getting. Here we are. My uncle's not well, Mr. Carnby. I want to make sure he's all right. Then what's my part in this? You couldn't get a cab? I just wouldn't feel safe going alone. Кинула бедного мужика. Did you bring a gun? Yeah. You think it'll actually come to that? No. But you might need to wave it around depending on how agreeable the staff will be. What exactly are we gonna do when we find Jeremy? I don't know. Let's just find him first.
Выберите персонажа. Эдвард Карнби, Эмили Хартвуд. Понимаете, заходя в игру, я думал, что я буду играть за Эмили, потому что, я думаю, многие выбирают все же Карнби. Но я понимаю, что я, как и Карнби, вообще не знаком с этим местом, и, наверное, как сказать, в его шкуре будет ощущаться то, как надо. А повторное прохождение за Эмили уже будет более логичным, так как ты не будешь... Так как ты будешь знать уже этих персонажей. То есть, если руководствоваться логикой, надо брать Эдварда. А если желанием, то надо брать Эмили. Я не знаю, чем руководствоваться, твою мать. Ладно, давайте берем Карнби. Hello? Hello? Looks abandoned. It can't be. There has to be someone around. Wait here. I'll go around back. Глава 1. Револьвер. Поищите способ пробраться в дом. У нас есть фляга какая-то. А, фонарик включается здесь? Что-то он забегал. Я нажал на L3, да, но я думал, это быстро пройдет. Так, вот у нас фонарик, походу. И ключ. Now what do we got here? Ключ от огорода. Можно его осмотреть, но крутить, как в Резиденте, нельзя. Ну, пока неплохо. Все приятно в плане для глаза. Окружение. Много деталей. Это хорошо. Для такой-то игры. Детективной. Пистолетные пули. Кошка. Какие-то звуки странные. Nah, I'm not getting in there. Дверь на цепи. Вниз может спуститься или что это? Нет, там что-то есть. Но наклониться, лечь на землю он не может достать. Хорошо. Значит, нужно предпринять что-нибудь другое. Или пока ничего. Тут в округе, в принципе, ничего нету больше. Если так посмотреть. Пойдем пока дальше. That's one big tree to fit inside a conservatory. Ключ от экономки.
Какие-то голоса пошли, конечно же. Huh? What? Стоп, это как в Резиденте? Можно сбить? Нет, это просто клетка. Ладно. Я думаю, многие помнят в Резиденте такие моменты, что клетки висят подобные. Стреляешь, и оттуда монетки падают. Или драгоценности какие-нибудь. Так, с этой дверью взаимодействовать нельзя. Напиток, типа аптечки. Можно пройти наверх. А, нет, нельзя, тут цепь. Я надеялся ключ от другой двери, которая в предыдущей была локацией. Добро пожаловать в Дерсета. Так, теперь нужно впустить Эмили. Семейная Every Библия. day your silence weighs a little heavier. It's been a difficult year for everyone, and many have lost all hope. I read in the papers about people suffering. Pictures of dust-covered landscapes without a drop of water. I wish I knew if you were still tending the earth or if you had turned your back against us. I have started to look for help elsewhere. I pray you will tell me if I am going down a path that you find disagreeable. With help from Baptiste and Charlotte, I found comfort in the practice of the voodoo. I have long been skeptical of that Caribbean cult, but it's been of good use to me. It seems all harmless in my book. I say some words dreamt up by the Creoles, and I carry around a small pocket of gree-gree. Nothing of this is mentioned in the Bible, of course, but the French Quarter priestess tells me it's all connected. She says the Christian God is just one more perspective on the creator of things. That's what I like to think, but the other way around, that the spirits of her faith are just aspects of you, our Heavenly Father. I am so grateful for the words you gave Mr. Hartwood. We will sing your praises at St. John's Eve. The world will be blessed soon again. Only the sacrifices of the Old Testament compare to your demands. Let it be the truth. A mother of earth, wood, and dirt. A mother of 1,000 young. Sacred sand, $1. Black cat oil, $1.50. Devil shoestrings, a quarter. That makes $2.75, madame. What was that you were telling the doctor? A goat without horns. What does that mean? Ah, you must have misheard me, madame. I said no such thing. Please, I know I don't look like any of you, but I'm devout. I'm ready to do what it takes. А где дальше перевод? Do not be so eager to sacrifice the few things you have left, madam. Now please, leave my store. A goat without horns. Тут какой-то диалог был не переведенный. Так нельзя делать. Странно. Это разве не морозильник? А что там пули делают? Ладно. Пули. Пули. А есть что-то кроме пуль? Тут либо водяра, либо пули. Все.
Пуля. Так, я бы еще здесь полутался. Его. А почему ты на котле? А как двигать? Я не могу ничего убирать. Саботаж. Please do not touch the boiler. It is working after all. While the sabotage has caused a leak, only the decorative plate has been completely ruined. Let's wait for Mr. Chance to turn up and he can take a look at the leak. Mr. Waits. Please do not touch... Ага, можно заново проигрывать. Понял. That doesn't look safe. То есть пока это нельзя трогать, правильно? Чего-то не хватает. Ладно. Пуля. Аптечка. Напиток, точнее. I need the key. Нужен ключ. Трамвайный билет. Город полумесяц. Это коллекционки просто. Презенты не обязательные предметы, которые можно найти по ходу игры. Сбор комплектов открывает запретные знания, а иногда и нечто большее. Ага. Презенты сохраняются из игры в игру. Некоторые комплекты невозможно собрать, не сыграв кампанию и за Карнби, и за Эмиля. Понял. Буду иметь в виду. Здесь мы вроде все смотрели. Если я, конечно, не ошибаюсь. А, нет, стоп, сюда не проходил. А, нет, как раз отсюда пришел. Я вроде сюда не проходил. Крысиный яд. Тоже презент. What was that? А, так я толкаю дверь. Я думаю, что он так медленно открывает? Закрыто пока. Пусто. Вау. Несколько этажей. Поэтажный план Терсета. Это мы сейчас в первом этаже. Второй наземный этаж, второй этаж, чердак. Ага. Ключ от площади. Okay. Не подходит. Понял. Дневник Лотти. Sunday, June 22nd.
I spent all day looking for Jeremy. I should have cared for the others, but I'm scared that he will do something irreversible. Cassandra is upset that I didn't give her the latest shipment of pain medication that Waits brought from the post office yesterday. I would have given it to her, but the company didn't send a new key this time around, so the box is just sitting there on my desk. They must have figured we had plenty of their gimmicky keys by now. I only remember seeing one lately. Grace was playing with it inside the grand parlor. Unless it turns up by itself, it will have to wait. I have to figure out where Jeremy is. I think Jack knew something. That dog of his found a strange rot permeating the house. She's showing us, he said. Like those blots and streaks of fetid rot was talking to him. Так, один ключ в парадном зале есть. От коробки с лекарствами, судя по всему. Парадный зал, это у нас... Desetto, the old plantation building, was ready to fall, but kept alive by some starry-eyed carpetbagger called Dr. Gray. Seeing how the staff couldn't even be bothered with answering the door, Detective Comby figured they would just head inside and grab Jeremy. He just needed to open the front door for Emily first, so she could talk to her uncle. Ну... Очень странный голос, я бы сказал, озвучивает. Парадный зал. Понятно. Самый большой. Чтобы карту открыть, нужно зажать сенсор. Понял. Так, ну я здесь был. Я думал, как-то помечаться будет то, что я исследовал ту или иную локацию. Я кружу. Так, здесь... Я выхожу к площади. Коридор прямо. Еще можно подняться, кстати, на второй этаж. It's wedged shut. Looks important. Ну, пока мы не можем это сделать, понятно. Пока мы туда не пройдем. Так, а это библиотека, которая тоже закрыта. I need the key. Отсюда можно спрыгнуть вниз, что ли? Походу, да. Так, я в фойе у лестницы. Нам как раз нужно открыть дверь, правильно? Для Эмили. Я что-то... Я даже не замечаю, как я делаю круг. Сумасшедший. Печать. Пропавшие дети. I need the key. Ясно. Меня немножко напрягает то, что закрываются вообще все двери почти за тобой. Пикаюн пост. The Great Depression. President Hoover raises tariffs on over 20,000 imported goods in an act to protect American labor. Following the collapse of the Wall Street stock market on October 24 last year, American industry has suffered greatly. Thousands of companies have gone bankrupt,
and left a large part of the American workforce unemployed. In an attempt to turn the tide, the Smoot-Hawley Tariff Act has been signed by President Herbert Hoover. By regulating commerce with foreign countries, the government hopes to encourage the industries of the United States to compete with cheap foreign imports. Superstition on rise. New Orleans voodoo stores and spiritual mediums see increased profit during troubled times. While the market has faced hard times ever since Black Thursday of last year, voodoo doctors and snake charmers. Хотел сказать, что я все равно не буду это слушать полностью, потому что это очень долго. Очень долго он говорит, поэтому я просто почитаю. Место санатории. Ага. Это богатая лечебница, оказывается. Ну, не просто тут так все красиво и симпатично. Просто если бы слушали до конца, слушали бы уже до конца серии. Thanks. What are you doing? Who are you? Whoa, pardon me, excuse me. My name is Edward Carnby, private investigator. I hope you don't mind we let ourselves inside. I do mind. This is private property. You can't just barge in here. I'm sorry about all this, but I'm looking for my uncle. It's urgent, and no one was answering the door. We can't hear you knocking anymore. О, девочка None это of из us Дядя. can. Who is your uncle, darling? Jeremy. Am I right? She has that heartwood gloom, doesn't she? That's right. I'm Emily Hartwood. I just came to make sure my uncle is all right. Well, he is unavailable right now. You will have to come back another day. Unavailable how? Is he sleeping? We can wait. He's lost. Don't I know you from somewhere? Who's your man again, Miss Hartwood? My name's Edward Carnby, private investigator. Splendid. Enough! All of you! Get back to your rooms! McCarthy, keep your eyes on the child. And you two, please leave immediately. Look, we're not here to cause any trouble. Just let us see the old man, satisfy the curiosity of my client here, and we'll be off. Jeremy has gone missing. There's no need to worry, but it might be some time before he turns up. The Зашибись. whole staff is looking for him. What? He ran off? I don't have time for any of this. Please, come back tomorrow. All right, in that case, we'll just wait in his room. You don't mind, do you? It's upstairs, right? Wait, you can't. Don't worry, we'll be discreet. In the corridor. It's the first door on your left. I'll tell Dr. Gray you're here. Excellent. Thank you, madam. All right, here we are. Let's look around. See if we can dig up any clues. Так, ну, мы, пожалуй, на этом будем заканчивать. У меня первая серия, как обычно, вводная, небольшая, чтобы, в принципе, оценить игру и посмотреть, как в ней комфортно, некомфортно. Мне пока все нравится, поэтому мы обязательно продолжим. Постараюсь регулярно, каждый день. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, а главное комментируйте, чтобы я мог с вами общаться. До скорых встреч!